Всем привет! С вами Лиса Ран, и я рада приветствовать вас на своем канале. Поздравляю всех с наступлением весны, а весна — это отличный повод устроить апгрейд своего рабочего или игрового места. Сегодня мы займемся распаковками. Я покажу вам свои покупки для сетапа, которые показались мне довольно необычными и интересными. И помимо этого в моих запасах накопилось немало подарочков за все прошедшие праздники. Они долго ждали своего часа, и сегодня мы наконец-то все распакуем и рассмотрим в деталях. Поэтому давайте не будем терять время, усаживайтесь поудобнее и желаю вам приятного просмотра. Вообще, я давно смотрела на эту пустую стену над полкой и понимала, что мне чего-то не хватает. Меня очень вдохновляли вот такие примеры с неоновыми лентами из Пинтереста, и мне хотелось что-то подобное сделать и у себя. Эта идея поселилась у меня в голове и не отпускала довольно долгое время. Но был один важный момент, который меня останавливал. Я категорически не хотела эффекта дешевой ленты, когда виден каждый отдельный светодиод. Хотелось чего-то более качественного, и поэтому мой выбор пал на ленту Гови. Давайте вместе заглянем в коробку. Первым делом нас встречают, конечно же, различные буклеты и инструкция, куда же без них. Отдельно в коробочке лежит аккуратно смотанная лента вот с таким пультиком на кабеле. А на дне коробки лежат полезности в виде вот таких крепежей. Есть одинарные для прямой линии и специальные двойные для изгибов, а также блок питания. Очень приятно, что производитель продумал различные моменты монтажа. Дальше начался самый творческий этап — это придумать рисунок. Скажу честно, лента довольно плотная и толстая, и гнется она с определенным радиусом, поэтому вырисовывать ею замысловатые узоры или мелкие детали не получится. Но мне это и не нужно было. Я поняла, что мне идеально подойдут плавные, спокойные волны. Они будут выглядеть минималистично и отлично впишутся в мой сетап. Я решила, что лента будет брать свое начало слева от стеллажа, мягко огибать пространство над полкой и теряться где-то в занавеске. У меня лента длиной 3 метра, и ее как раз хватило, чтобы украсить пустую стену. Кстати, вот этот пультик я спрятала за полку, чтобы ничего не отвлекало внимания. Да и управлять лентой можно через приложение. Качать его можно из любого стора. Лента подключается по Bluetooth и Wi-Fi. Здесь можно просто менять цвета и яркость под настроение или выбрать готовую сцену, а также можно создать свой уникальный градиент. Если честно, это лучшее, что я делала для своего сетапа за последнее время. В комнате сразу стало заметно уютнее. Я очень надеюсь, что эта лента будет радовать меня каждый вечер и прослужит мне очень долго. Следующая вещь на распаковке — это USB-хаб. Сразу скажу про доставку. Шла посылка действительно бесконечно долго, но это, пожалуй, единственный минус. Вообще у моего компьютера с портами беда, поэтому я целенаправленно искала решение для подключения всей периферии разом. И остановилась на вот этом бренде USB-хаб 3.0 на 10 портов. Я выбирала именно такой, чтобы был с дополнительным блоком питания, чтобы подключать жесткие диски, SSD, подсветки и так далее. Эта модель с индивидуальными выключателями для каждого порта, позволяющая отключать ненужные устройства без извлечения кабеля, а индикаторы наглядно показывают статус каждого порта. Корпус сделан из алюминия. Это не только качественно, но и практично. Металл работает как радиатор, отводя тепло от микросхем при интенсивной работе. В общем и целом сделан он добротно, ничего нигде не люфтит. Очень довольна, что разгрузила компьютер от всей периферии. А теперь ненадолго предлагаю вернуться к чему-то более красивому и приятному. Еще в ноябре прошлого года я купила себе новые кейкапы. Давно на них заглядывалась и в итоге решила заказать. И они благополучно пролежали у меня почти 4 месяца. И вот только сейчас у меня до них дошли руки. Форма у них сердечки, и мне очень понравилось, как тут подобран цвет. Такой нежный лавандовый градиент от светлого к более насыщенному. Очень спокойный и аккуратный. Кейкапы довольно толстые и увесистые. Поверхность матовая, на ощупь приятная, не скользкая. Сделаны из ПБТ пластика. Он более плотный и меньше со временем затирается, чем обычный АБС. Просто посмотрите на эти рисуночки и красивый шрифт. Все очень аккуратно прорисовано, и в сочетании с этим лавандовым цветом выглядит очень мило. Надевать я их буду на Aulu F99 Pro. В последнее время по работе я много пользуюсь блендером, поэтому
поэтому мне просто необходим нампад. Поэтому я меняю свою прошлую клавиатуру пока на эту. Единственное, что я заметила, на каждом кейкапе есть слово. Слово начинается с той буквы, которой посвящен кейкап. Например, C — cabbage, Q — quality, K — keep и так далее. Но я, честно, не поняла, по какому принципу их подбирали. Какой-то случайный набор слов. Может, вы знаете, в чем была идея? Если у вас есть догадки, пишите в комментариях. Будет интересно почитать. Еще у меня для вас есть кое-что небольшое, но очень полезное. Это скорее лайфхак для тех, кто хочет организовать пространство над монитором. Знаете, есть такие специальные полки от бренда Pixio, которые ставятся прямо на монитор. Я постоянно видела их у зарубежных блогеров, и они часто мелькают на красивых фотографиях в Пинтересте. Это классная идея, особенно для тех, у кого нет возможности или желания сверлить стены и вешать обычные полки. Но поставить пару фигурок, небольшую колонку или искусственное растение хочется. Я сама была в похожей ситуации, когда снимала квартиру. И вот я решила найти себе такую полку. Я знала, что они есть на AliExpress, но на наших маркетплейсах этот бренд не представлен, насколько мне известно. И аналогов я не находила. На Али цена на эту полку была в районе 3500 рублей. Я уже была готова нажать «Заказать», но в последний момент подумала, дай-ка еще раз проверю на всякий случай на наших маркетплейсах. Может, есть что-то подобное. В итоге каким-то чудом в рекомендациях мне попадаются полки на телевизор. Я сначала не придала этому значения, а потом присмотрелась, и оказалось, что это одна и та же полка. Я специально заказала такую, чтобы сравнить и показать вам. Обычно такие полки используют, чтобы ставить роутер или ТВ-приставку на телевизор. Но если посмотреть на крепление и на форму самой полки, это же просто копия того, что я хотела заказать. Единственное отличие здесь — это цена. Эта полка стоит всего 300-400 рублей. Крепление у нее очень простое. Передней частью она просто цепляется за монитор, а сзади у нее есть две регулируемые ножки. Их можно выкручивать выше или ниже, чтобы подогнать под наклон своего монитора, чтобы полка стояла ровно. Сейчас я пока поставила ее на свой вертикальный монитор и уже разместила сверху несколько фигурок. Держится отлично и устойчиво. В общем, если вы давно присматривались к таким штукам, советую поискать вариант именно для телевизора. А теперь давайте распакуем очень приятный для меня подарочек. Мне недавно подарили вот такой фотоаппарат. Я очень давно его хотела. Если быть точнее, то уже лет 10, наверное. Давайте откроем коробку и посмотрим, что внутри. Все упаковано очень аккуратно и надежно. Можно видеть, что производитель явно позаботился о том, чтобы фотоаппарат поставлялся в целости и сохранности. В комплекте идет ремешок, есть небольшая инструкция, ну и, конечно, сам фотоаппарат. Это Instax Mini 12 в нежно-лавандовом цвете. Мне очень нравится концепция, что ты, по сути, никак не можешь редактировать и выбирать фото. У тебя есть только один момент, и ты его сразу получаешь на руки. И это превращается в такое маленькое воспоминание, которое останется с тобой надолго. Чтобы начать им пользоваться, нужно сначала вставить пленку. Она, если что, продается отдельно. Есть несколько режимов съемки. Можно снимать в обычном режиме, а можно переключиться на режим крупного плана Close-Up. И отдельно для фотографий я купила вот такой альбом. Специально искала под цвет фотоаппарата и нашла тоже фиолетовый. Он довольно вместительный. Сюда поместится аж 108 фотографий. Так что теперь будет где хранить все самые яркие моменты. Я уже очень давно ищу себе какой-нибудь белый или просто светлый коврик без какого-либо активного рисунка. Мне очень не нравится, что большинство белых ковров на самом деле серые, а не чисто белые. Если вы знаете производителей, которые делают качественные светлые ковры, напишите, пожалуйста, в комментариях.
я думаю, многим будет полезно. А пока я нахожусь в поиске, я решила приобрести себе однотонный из эко-кожи. В качестве игрового коврика он не подойдет, но просто для рабочего места в самый раз. У меня такой коврик на работе, только розовый. Пользуюсь им уже больше года, и он выглядит как новый. Так что в качестве этого я не сомневаюсь и смело могу их советовать. И последняя, но не менее важная распаковка на сегодня — это умный анализатор воздуха от Xiaomi. В последнее время я заметила, что у меня часто болит голова и появляется усталость, хотя на это нет особо никаких причин. И я подумала, что может быть дело в состоянии воздуха, и мне нужно просто чаще проветривать помещение, в котором я работаю. И этот девайс как раз-таки идеально создан для этого. На лицевой панели устройства находится 4-дюймовый сенсорный экран IPS. Его яркость можно регулировать вручную. Он обеспечивает мониторинг 7 показателей в режиме реального времени, включая температуру, влажность, содержание CO2, уровень шума и другие показатели. Под каждым имеется цветной индикатор, позволяющий сразу оценить качество воздуха в помещении и уровень шума. Кроме того, на экране отображаются даты и время. Устройство также оснащено функцией будильника. Единственный минус — это то, что он быстро разряжается, всего за 4 часа, но при ежедневном использовании его можно просто держать подключенным к USB. Теперь с этим девайсом я могу мониторить состояние воздуха в режиме реального времени и проветривать помещение вовремя. Ну что ж, на этом у меня сегодня распаковки заканчиваются. Надеюсь, вы нашли себе что-то полезное или интересное, или просто поставили это видео на фон во время работы. Ссылки на некоторые товары вы сможете найти, как всегда, в моем телеграм-канале. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. А у меня их запланировано немало. Большое спасибо за просмотр, всем удачи и увидимся в следующем видео.